Привет, 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 песеры, с вами Морж, и огромное количество вопросов, что делать сейчас с дублями игроков, кого квикать, кого не квикать, кого выбивать, кого не выбивать, кто перенесется, кто не перенесется. Повторял я сотни раз, тем не менее, все равно вопросы летят, поэтому я решил сделать это короткое видео, в котором собрал, так сказать, всю информацию, ну и свои мысли скажу по поводу, стоит ли сейчас вообще квикать игроков, открывать новых и так далее. Итак, начнем с того, что у нас по переносу. Значит, легендарные игроки все переносятся с мобильной версии в 22-ю мобильную. При этом у них будет истекший контракт. Далее, иконик моменты тоже все переносятся, и у них будет тоже истекший контракт, но при этом за каждого иконика нам дадут продление контракта на 60 дней. Обычные игроки все переносятся, и у них сразу будет контракт на 365 дней. Обычный игрок ACL, чтобы вы понимали, что это. На некоторых картах у нас есть пометка Азиатской Лиги Чемпионов. Вот это и есть ACL. Поэтому у нас, допустим, может быть два футболиста, то есть две разных карточки, по сути. Ну, то есть они, в общем-то, вроде одинаковые, но на одной есть значок ACL, на другой нет значка ACL. Короче, они тоже переносятся, и тоже на 365 дней будет контракт. Далее, избранный игрок, то есть фиалки. Они станут обычными игроками. Не задавайте мне тупых вопросов, пожалуйста. Если они становятся обычными игроками, то и статы у них будут как у обычных игроков. Вопросы из серии «Может, а статы останутся как у фиалок?» Ну какого хрена они останутся как у фиалок? Я не понимаю. Поэтому фиалки просто станут обычными игроками. Далее, переходной игрок. Я думаю, у многих их уже нет. Это игрок с серым фоном. Это игрок с прошлой части. Их не переносят. Вам просто выдадут ГП столько, сколько стоит их квикнуть. При этом легенды у нас становятся вот такими легендами, как вы видите, с обычным фоном. Иконик моменты становятся такими же легендами, только с вот таким вот фиолетовым фоном, в общем-то, чуть более ярким. Я думаю, с этим разобрались. Теперь давайте перейдем, собственно, к игрокам в нашей PES Mobile. Посмотрим, за сколько можно квикнуть их, потом посмотрим, за сколько можно в 22-й. Короче, разбираемся.Итак, заходим в нашу мобильную версию и смотрим, что у нас здесь. Показывать я буду на примере Холланда эту всю движуху. Значит, находим Холланда, квикнуть в 21-й части я могу его за 5910 ГП. Запомнили эту сумму. Сейчас мы перейдем в 22-ю часть и посмотрим, за сколько я смогу квикнуть Холланда, собственно, в 22-й части. А вот мы уже и в 22-й части. Здесь у меня есть Холланд, специально на аккаунте я его купил, потому что на основном аккаунте он у меня прокачан, а нам нужна именно не прокачанная версия, потому что все игроки после переноса будут на первом уровне. Значит, смотрим, ребят, что у нас здесь. Отпустить игрока. В 22-й части Холланда не прокачанного мы можем квикнуть за 44 тысячи, и плюс еще опыт на 10 тысяч будет тренер. И тут можно сказать: Морж, ну все, ты нам все показал. Естественно, дубли оставляем на 22-ю часть, потому что квикнуть их можно вместо 5910 за 44 тысячи еще и получить очень ценного тренера опыта. 10 тысяч это много, и тренера здесь падают не так уж сильно. Ребят, ну тут я вас хочу остановить. Просто остановитесь, как говорил один известный украинский политик. Вы же помните, насколько здесь огромные цены на игроков. И, грубо говоря, как мне кажется, сейчас 5910 ГП это больше, чем 44 тысячи, собственно, в 22-й части. Поэтому мой вам совет, я, по крайней мере, поступаю так. Я квикаю сейчас дублей в 21-й части, я оставляю только тех игроков, которые мне нужны, и стараюсь выбить из драфтбокса вот этих вот игроков, которые будут стоить дохренища денег в 22-й части. Объясняю вам примерно. Смотрите, Левандовский, 1 200 000 нужно потратить на него в 22-й части. За 1 200 000 сейчас можно открыть пол драфтбокса, получить 150 игроков, в среднем 15 черных мячей, в среднем 5 легенд будет из них. Поэтому 1 200 000 в 22-й это вообще не то же самое, что 1 200 000 в 21-й. В 21-й это намного ценнее, и вы можете получить гораздо больше игроков. Поэтому мой вам совет такой: если у вас в команде есть полный набор игроков, которыми вы хотите играть в 22-й части, то, конечно, можете оставлять дубли, вы получите ГП в 22-й больше, если их квикнете, плюс еще получите тренеров опыта. Но если каких-то игроков вам нужно добрать, то я бы сейчас вам советовал открывать драфтбокс, добивать нужных игроков, возможно, брать через обмен, возможно, просто выбивать из драфтбокса, потому что потом это будет гораздо ценнее. Надеюсь, вы меня послушали внимательно, сами разберетесь, что делать со своим аккаунтом. Я описал, как делаю я показал наглядно, что у нас, что стоит и что почем можно квикать. На этом, ребят, прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда, пока-пока.